Приморское шоссе? Да. Угу. Пристегнетесь? Да. Здесь нормально будет? Да. С вас 770 рублей. Молодой человек, у вас есть такое предложение к вам. Смотрите, либо я плачу вам деньги, и у вас будет хороший рейтинг, либо я еду бесплатно и ставлю вам единицу. Это херово. Ну, знаете, я смотрела там лайфхак в одной ТикТоке, что так можно, практикуются, блогеры так могут делать. Кому можно? Мне, потому что, знаете, я такая, ну, как бы я хрупкая, молодая девочка, которая тоже нужно, как бы, и передвигаться, и, как бы, на жизнь себе оставлять. А не боитесь? Нет, знаете, не боюсь. Как бы в плане я очень такая, ну, уверенная в себе, и в плане знаю, к чему это идет, и как бы какой будет результат. Ну, а вы знаете, какой сейчас может быть результат? Вы же меня не знаете. Я сейчас возьму, я не знаю, там, и как-нибудь нехорошо с вами поступлю. Ну, я думаю, вы так не поступите. Почему это? Что, ну, я вижу вас насквозь. В плане, Чего? Вы не такой человек, который можете что-то со мной сделать. Да ладно? Да. А вы что, прям читаете? Да, я психологией увлекаюсь, знаете, у меня интуишн, знаете, как развит? В плане могу понять именно ход действий каждого человека. Интуитивно, немножко многогранно, но почти суть одна и та же. Так что давайте лучше, если я поеду бесплатно, и как бы вы останетесь с хорошим рейтингом. Вы, я смотрю, бесстрашная. Да? Здесь такое, знаете, как бы жизнь научила. В плане я очень люблю добиваться всего, и как бы мне нравится именно самой постоять за себя и так далее. Так что вы мне не помеха. А вы не боитесь вот в такие моменты, что, ну, какая-то неприятность может с вами случиться? Ну, знаете, как бы это все решаемо. Каким как бы, образом? даже если неприятность, как бы можно это решить, я же говорю, иначе бы уедете с плохим рейтингом. Вас никто больше не закажет, у вас будет меньше заказов. Я говорю, с вами может какая-то неприятность Да случиться. Вы что, думаете? Ну, и какая же, например? Ну, я что не знаю, просто додумайте сами. Ну, я думаю, я так не практикую часто именно, а разок можно, и в плане это, наверное, приемлемо. И если я сейчас уеду, и мне по делам нужно, и как бы получается, а вы уедете с хорошим рейтингом, по рукам? А мне уже этот мир абсолютно понятен, и я здесь ищу только одного, блядь, покоя, умиротворения и вот этой гармонии, от слияния с бесконечным вечным, от созерцания этого великого фрактального подобия. Нифига вы, конечно, словоблуд такой. Друзья, в эти непростые времена есть выходы для того, чтобы заработать денег и как-то пережить трудности. Если вдруг вас уволили с работы, либо сократили, либо по каким-то причинам вы лишились дохода, вы всегда можете, и у вас есть личный автомобиль, вы всегда можете воспользоваться тем, чтобы поработать в такси, временно или постоянно. Пожалуйста, мы всех приглашаем. У нас очень крутой парк, у нас реально моментальные выплаты, у нас офигительная служба поддержки, и мы подключаем в течение вот такусеньки короткого времени. Всех приглашаем, все, кто нуждается, и все, кто планировал работать в такси, приходите к нам, обязательно мы всех накормим, обуем и обогреем. Не грустите, все будет хорошо. Удачи! Да, есть такое. Да? Что отнять? Гордитесь типа, да. этим? Конечно. В плане у меня такой именно подвижный язык, как бы могу четко, сформулированно сказать, чтобы и тоже вам, чтобы рейтинг не упал. Вы же дорожите своим рейтингом. А вы знаете, что такое совесть? Нет. Понятие совесть. Ну, знаете, очень сомнительно, потому что как бы не вам меня учить в плане, что такое совесть. А кому? Родителям, как бы я сама, знаете, как бы знаю, чего хочу, как в обществе себя как бы ввести и так далее. Как бы критерии, нюансы и принципы у меня есть, так что не надо меня учить. Я вот понял. Дела. Ну, вообще забавно придумали. Где вы, говорите, посмотрели? В ТикТоке? Да, знаете, как бы я листала долго, типа в ТикТоке посмотрела еще лайфхаки, там еще какие-то, типа в приложениях посмотрела, думаю, ага, а почему нет? Как бы очень даже интересно, и в плане как бы один раз, ну, можно согрешить. Можно согрешить? Да. А знаете, что стоматология сейчас очень дорогая? Да вы что? Я не знала. Не знали? Сколько по цене? Хотите узнать? Нет, спасибо. Я сама, если что, мне подружка работает в стоматологии, у меня есть друзья, которые и как бы мне зубы вылечат, и все как бы будет в наилучшем виде. Я понял. То есть вы со всех сторон прикрыты, да? Конечно, да. Ну, знаете, я как бы привыкла себя реализовывать, у меня есть люди, которые мне помогают, которые меня оберегают, которые мне, мой мотивация, как бы, и я не нуждаюсь. Значит, у меня есть выбор. Либо я довез вас бесплатно, да, либо я... вы мне единицу вставите, да? Да, верно. Знаете, что я вам скажу по этому поводу? Вы, конечно,
Я не знаю, мне даже слов пока не подобрать. Повторите, подскажите, как бы, я подожду. Я подожду, пока вы выразите свои мысли по поводу меня, что я опять не так сделала, хотя я сделала все правильно. Я вам высказала условия. Убирайте, у вас 2 выбора. Если бы вы были мужчиной, да? Допустим. Допустим, если вы были мужчиной, вы бы сейчас... Ну. Что, вообще-то я как бы женщина. Да. Будучи мама, и как бы с мужчинами меня не свойственно сравнивать. Я думаю, как бы тут мужской пол это отдельно, женский пол это отдельно. Они параллельно идут, не так ли? Бля, ни хрена вы, конечно, молодежь оборзели. Знаете, как бы, а как? Вот серьезно, у меня, блядь, у меня слов других нету. Просто. Жизнь-то, она может быть какая-никакая, людьми-то оставаться надо. Знаете, так как бы себя вести. Я сижу, я в ахере, если честно. Я сижу, со мной вообще такое первый раз. Это знаете, я что вспоминаю? Что? Я сейчас расскажу вам. Давайте. Фильм какой-то был Квентина Тарантино, не помню. Чувак рассказывает, как какой-то хрен ограбил банк с помощью бумажки. Видите, какой он молодец. Криминальное чтиво. Бумажку. Чувак приходит в банк, пишет записку, что ваш сын у нас, если не отдадите все деньги, мы его убьем. И дает кассиру. Кассир читает бумажку и отдает все деньги. Смысл в том, что без оружия, без там бомб каких-то, без ничего. Просто пришел чувак с бумажкой и ограбил банк, и унес бабки. Это я к тому, что сейчас просто вот достаточно сесть и просто путем шантажа доехать бесплатно в такси. Я просто в шоке. Ни хера. Кто культивирует эти все моменты? Мне интересно. У вас что там, целая банда, шайка, которая сидит и придумывает вещи, как обмануть, развести и все такое? Ну, это же трешняк какой-то просто. У меня слов просто нет. Реально. Знаете, каждый человек... Я надеюсь, что мои дети, а у меня 2 дочки. Я очень надеюсь, что они не станут такими. Да. То есть вы про себя все понимаете, но вам как бы насрать, правильно я понимаю? Не совсем так, просто как бы каждый хочет вертеться как может, как бы выживает в этой жизни, смотрю, комфортно, как бы в плане. Да. Я ничего такого сверхъестественного не сделала. Просто вводите мое положение, иначе у вас будет рейтинг опущен. Вот и все. Опущен рейтинг. Вы хотите, чтобы у вас был маленький рейтинг, чтобы вам не давали заказы? Знаете. Я же могу сделать как бы не это запросто, и в плане как бы это же вам будет потом плохо, а не мне. Знаете, что я вам скажу по поводу своего маленького рейтинга? Я уже в том возрасте, когда размером моего рейтинга я не стараюсь никого удивить. Это первый момент. Это шутка с сарказмом, которую вы не особо поймете, но это хрен с ним. Второй момент. Вы немножко сели не в ту машину. Объясню почему. Я являюсь владельцем таксопарка. То есть я работаю в своем собственном таксопарке. Понимаете? Я Я тоже, знаете, много чем занимаюсь. Да насрать мне на мой рейтинг. Да вы что? Да, блядь. Да как так? А первый вот человек так. Попался мне так. Да потому что вот тут реально вам не повезло сесть вам не в деньги ту дороже, машину. а DC рейтинг у вас упадет. Вы не Да насрать мне. Я сделаю так, что он у меня опять поднимется. Блядь, есть волшебные таблетки. И рейтинг поднимается. Ничего себе. Да, хоть и маленький, но поднимается. Мне тоже. Поэтому давайте сюда 700 рублей и валите нахрен из машины. Ну что за человек такой? Вы что себе позволяете? Единицу. Если я вообще там 2 единицы поставлю, чтобы вообще никто не приехал. Я могу маркер дать. Вы можете маркером 10, 100 перевернуть телефон и 100 единиц нарисовать. Там больше одной единицы не получится. Да я 100 больше нарисую, чем вы видите. Да похер мне. 700 рублей сюда. 700 рублей сюда кладите и валите отсюда. Мои слова, вы еще вспомните мои слова. Да я вспомню все слова. Об этом. Все слова вспомню. Запишу их и выпущу мемуары. Кладите 700 рублей и нахрен с пляжа. Ага, благодарю вас. Свободно. А рейтинг-то упадет. Если бы я знал, что вы на эти 700 рублей себе хоть грамм совести купите, я бы вам их отдал бы обратно. Пока рейтинг упадет. Хрен с ним с рейтингом. Главное, чтобы ничто другое не упало. Короче, это, конечно, пиздец. У меня слов других нету. Скажите, кто-нибудь видел такой? Я так понимаю, что эта херня может сработать, когда в бизнесе. Вот в бизнесе такая херня может сработать. У Вилли, в бизнесе, да, там, когда там реально единица, это все, привет. Но по комфорту мне вообще похеру. Да на самом деле, я вам так скажу, даже если бы я в бизнесе был, мне было бы похуй, потому что, бля, я такой человек. Я бы, блядь, и не знаю, что бы я с ней сделал еще. Не хочу говорить это вслух, блядь. Но
Она, они, блядь, не знаю, давайте вы напишите, я говорить не буду. Вот не буду говорить. Вот не хочу. А вы напишите. Вот напишите. Что нужно было сделать бы, скажите, вот. Мне вот очень интересно. Ну, наглость, конечно, сейчас просто, блядь, зашкаливает у людей, и чего только не придумывают. Я там каждый день читаю в новостях новые способы развода, какую-то чушь, блядь, нереальную. В день по 2 раза звонит один и тот же хуй из технической службы Сбербанка, блядь. Я уже его и нахуй посылал, и уже стебался над ним, и прикалывался. Они все не унимаются, просто вот не унимаются. Ладно, вы пишите, а я, конечно, блядь, надо на заметку себе такой... И на заметку всем такой развод. Обязательно, особенно кто в бизнесе работает и вилле. Смотрите, да. Ну, в вилле не получится, там налик. Ой, там налик нельзя, там только безнал. А вот везде в остальном месте может получиться. Ладно, короче, блядь, пиздец, я даже вспотел чутка. Вот ведьма, а! Ну, ладно.